Привіт! Ви дивитесь «Ти-ресторатор», і сьогодні ми будемо говорити про те, як догодити професійному гостю, що таке сервіс і як досягти досконалості. У нас в гостях Софія Коломийцева, видавник журналу «Ресторатор Україна» та організатор багатьох івентів в ресторанній індустрії. Доброго дня, Софія! Дякуємо, що завітали до нас. Доброго дня, дуже приємно. Розкажіть трохи про себе і чим ви зараз займаєтесь. Я Софья Коломыцева, издатель журнала «Ресторатор». Это журнал B2B для рестораторов. Занимаюсь я этим уже больше 15 лет. Мы являемся в том числе организаторами различных ресторанных ивентов, от фестивалей выездных до большого форума «Рестарт», который проходит в сентябре в Украине. Мы привозим действительно знаковых менеджеров из Европы, из США, таких как вице-президент Starbucks, к примеру, и другие, на самом деле, состоявшиеся и интересные деятели рынка хорики мировой. Який проєкт ви вважаєте зі своїх проєктів найбільш значущим? Для меня, наверное, самым значимым является все-таки журнал. Мы начинали с него в 2002-2003 году, и это, в общем-то, базис и флагман нашего бизнеса и всего, что мы делаем для рынка хорика в течение этих 15 плюс уже лет. Звичайному читачу, який не має відношення до ресторанної індустрії, йому буде цікаво читати цей журнал? Я думаю, что нет. Он, наверное, может быть интересен тем, кто подумывает о том, чтобы открыть свой ресторанный бизнес, либо работать в этой сфере. Так он слишком специальный, слишком узкие темы. И я думаю, что это все-таки не для широкой целевой аудитории. Тобто ваша діяльність, вона націлена на освіту у ресторанній сфері для людей, які працюють. Чи є в Україні така певна система освітня для рестораторів та для тих, хто працює? Вы знаете, сегодня на самом деле с этим большая сложность и нехватка актуальной информации. Это те, собственно, пробелы, которые мы пытаемся закрывать. И я, в общем-то, думаю, что в скором, в обозримом будущем имеет смысл ожидать открытия частного вуза, как минимум одного частного колледжа, который бы обучал ресторанному гостиничному делу, или гостеприимству, да, вот hospitality, такое английское слово, правильное для определения этой сферы деятельности, потому что, конечно, к сожалению, те знания сегодня, которые дает украинское государственное образование в этой сфере, оно, к сожалению, не отвечает современным требованиям. А якісь приватні заходи, майстер-класи, якісь освітні програми, комерційні? Коммерческие, все программы, которые коммерческие происходят сегодня, это все точечные история, события для повышения, скорее, квалификации, для вдохновения. Но системного, качественного образования ни как в сфере поварской или кондитерской, ни как в сфере менеджмента или управления ресторанным бизнесом, как и гостиничным, собственно, сегодня в Украине, к сожалению, нет. Так а що робити рестораторам-початківцям, де їм черпати знання, як вчитися? Я думаю, что в этом случае мы все равно никуда не уходим от получения образования базового на факультете гостиничного и ресторанного хозяйства. Да, есть такой в торгово-экономическом университете нашем. Другие вузы тоже предлагают такое профильное образование. А дальше это либо выездные программы какие-то, европейские, США, наверное, дальше и, возможно, слегка дороже из-за всех накладных расходов, но тоже, в общем-то, очень актуально и интересно. Ну и, конечно, дальше уже практика, наверное, А з один из таких лучших учителей. Більш-менш доступних країн, куди б ви порадили, може, поїхати навчатись? Наверное, самый ближайший наш сосед – это Польша, и они все-таки в плане образования, образовательных программ опережают нас. Ну, а повышение квалификации традиционно считается сильными школы
и гостиничного, и ресторанного менеджмента и в Швейцарии, и в Испании это кулинарные направления, да, в стране басков, мы все об этом знаем, Франция, ну, в общем-то, наверное, вот эти 3 страны. Тема нашої сьогоднішньої бесіди – це як догодити професійному гостю. На вашу думку, хто він такий професійний гість? Ну, это, да, такой термин, почему профессиональный гость, потому что, с одной стороны, я не являюсь коллегой и конкурентом рестораторов, с другой стороны, в силу специфики моей работы, я понимаю, вижу и знаю больше, чем обычный гость, который приходит просто поесть в ресторан или выпить кофе. Поэтому когда-то кто-то из приятелей-рестораторов предложил как раз, ну так меня назвал, говорит, ну слушай, ты столько знаешь и всегда так много подмечаешь, что это близко к профессиональному гостю. Ну, в общем-то, так и родился этот термін, це названня. А які ваші критерії оцінки? Ресторану, так. Ну, будь-якого закладу. Ну, прежде всего, наверное, еда. Мы никуда от этого уйти не можем. И в сухом остатке все-таки правильно, если остается еда. Еда – это как основа, как базис, а все, что мы надстраиваем на еще в ресторане, то, о чем сейчас принято говорить, атмосфера, там, о сервисе, о котором мы будем говорить с вами сегодня, это все-таки уже надстройки и дополнение, необходимое, обязательное, но однозначно вторичная история, ну, по сравнению с едой. Поэтому прежде всего я оцениваю еду, гостеприимность ресторана, ну или заведения в целом, уровень сервиса, ну и, очевидно, соотношение, насколько адекватное, на мой взгляд, как гостя, соотношение продукта в целом, услуги, которую я получила, ну, с цифрой в счете, которую я увидела. Що все-таки входить в таке ґрунтовне поняття, як сервіс? Сервис – это предоставление услуги, которая необходима сейчас, ну, если по классике, да, определение из учебника, это предоставление услуги клиенту, в которой он нуждается, удовлетворение какой-то его потребности. Причем в рестораны, ну, мы понимаем, что гости приходят с совершенно разными потребностями, и это далеко, ну, как, не всегда основная потребность, ну, поесть. То есть в чистом виде поесть недостаточно, если мы будем удовлетворять как рестораторы только эту потребность, ну, наверное, мы не будем успішні. Ви відпочиваєте, коли приходите до ресторану? Чи все ж таки якісь професійні нотки вам трошки заважають? Я стараюсь, но я умею отключаться, вот скажем так, потому что, конечно, если все время оценивать и ожидать, что будет так, как ты хотел бы, чтобы было, и как тебе кажется, что ты знаешь, что должно быть, то, ну, безусловно, сложно получить удовольствие от посещения ресторана, поэтому я умею, ну, не реагировать на это. Ну, хотя, не знаю, наверное, мои дети не согласятся, что я могу выключать професіональний підход. Вам не здається, що від рівню та сегменту закладу залежить і рівень сервісу? Ну, скажем, наверное, это правильное утверждение, что мы в разном уровне заведения, мы ожидаем разное, ну, количество фонариков, да, которые вокруг нас покрутят. Поэтому, ну, да, я согласна с вами. А як з цим боротися? Ну, це ж, мабуть, неправильно. Знаете, я не думаю, что с этим нужно бороться, потому что, ну, нужно разделять, наверное, сервис. Я бы разделяла понятие сервиса и понятие гостеприимства. Вот гостеприимство, ощущение, что тебе здесь рады, логично и справедливо ожидать в любом уровне, ну, в любом сегменте, да, заведении любого сегмента, скажем так. А вот уровень сервиса, ну, то есть сложность и количество манипуляций, которые делают, ну, с гостем, с тобой как гостем, кроме выноса еды, просто выдачи еды, это уже сервис. И, конечно, здесь, мы уже понимаем, что если мы идем в Макдональдс там, или какой-то фастфуд, мы ожидаем один набор действий, которые ресторан, ну, это тоже ресторан, да, который заведение
оказывает и предпринимает в отношении к нам. А если мы идем в ресторан высокой кухни с высоким средним чеком, то мы ожидаем совсем другой уровень внимания к нам со стороны заведения, ну, сотрудников заведения. Поэтому тут важно еще соизмерять, наверное, грамотно ожидания свои как гостя от заведения, в которое ты идешь. И опять же, что важнее для тебя, как для гостя, качество еды или уровень сервиса, потому что у нас мы неминуемо ведь движемся в развитии трендов, в развитии рынка, так же, как весь мир движется, и один из самых ярких сегодня трендов, особенно в США, в Европе это проявляется немного иначе, но тоже есть, это fast casual сегмент, развитие fast casual заведений. Это заведения, которые, по сути, находятся на стыке фастфуда и файн-дайнинга. Заведения ресторанные, как прям полноценных ресторанов. То есть они берут от фастфуда быстроту, скорость обслуживания, меньше сервиса, ты часто забираешь блюдо сам, допустим, днем, в принципе, работают без официантов, вечером могут выводить официантов, чтобы сделать немного уютнее, торжественнее, посещение своего заведения, но при этом за счет экономии на персонале обслуживающем, на сервисе, по сути, в понимании процесса выдачи блюда, они могут давать нам по адекватной цене хорошие, качественные продукты и классные блюда уровня fine dining. То есть они не экономят на продукте и на еде, но они экономят на персонале. У них, как правило, классные бары, хороший алкоголь. То есть, по сути, мы получаем среднюю цену, это, безусловно, в любом случае дороже, чем фастфуд. Если фастфуд это там и 8, и 12 долларов, то вот этот сегмент fast casual, я применительно к США, сейчас говорю, это около 30 долларов средний чек. Но мы там получаем вкусную, хорошую, интересную еду от шефа, понятного і гастрономічну, скажімо так. Ми заговорили про тренди. Як їх своєчасно відслідковувати, не пропускати? І що буде трендовим, на ваш погляд, у цьому році? Конечно, самый напрашивающийся ответ – путешествовать как можно больше, пробовать. Ресторатор – это такая профессия, которая предполагает, я сейчас говорю и о шефах, на самом деле, и о поварах, и о тех, кто управляет ресторанами. Это очень много про вкус, про продукты, про какие-то фишки в обслуживании. Это очень сложно, довольно сложно понять. То есть я, конечно, рекомендую свой журнал, мы пишем о трендах много, мы на всех ивентах, всегда есть блог, какой-то спикер, докладчик, целый блог, где мы говорим о трендах и приглашаем и западных спикеров, и украинских экспертов, но, конечно, самое яркое и самое классный вариант – это все-таки ездить, смотреть, пробовать и уметь подмечать, что немаловажно. Если не всегда удается ездить или нет такой возможности, то как минимум читать об этом, посещать ивенты, мероприятия, слушать и пытаться это все внедрять и пробовать. Конечно, есть вопрос адаптации трендов для украинского, для локального рынка, для своего. В любом случае, даже не все, что идет в Киеве, актуально в Киеве, актуально для какого-то региона, не знаю, для Тернополя, к примеру. И параллельно то, что очень классно и здорово в Тернополе, не будет так ярко востребовано в Киеве. Что касается трендов, наверное, имеет смысл говорить о трендах, актуальных для Украины. Я думаю, что мы все больше, мы как ресторанные сообщества, мы все больше задумываемся о безотходном производстве. Кто-то делает это из социальных побуждений, из чувства социальной ответственности перед миром. Большая часть, насколько мне показывает опыт общения, делает это все-таки из соображений бережного отношения к фудкосту или к себестоимости. И поэтому такие тренды, которые в Европе и в США, они уже расцвели. И
как бы только набирают обороты, но это уже очень сильные тренды последние годы. Есть два подхода, когда мы говорим о приготовлении животных. У них есть отличное, я не знаю, по-русски, наверное, от носика до хвостика. То есть это говорит о том, да, что если ты уже убил животное, там, или взял его, или рыба это, то будь добр, используй максимально все части, а не только премиальную там, вырезку, например, из говядины, да, быка, или там, ребра, ну вот, я не знаю, у нас ребра карпа сейчас набирают популярность блюда, которое там кто-то реинкарнировал и нашел. Значит, вот они сладкие, они классные, они очень вкусные, но есть же, да, все остальное, там, голова, хвост и так далее. Говорится о том, что стоит это все использовать, и здорово использовать это прежде всего, потому что это помогает очень сильно оптимизировать расходы твои на блюдо, потому что ты покупаешь не вырезку по самой высокой цене, покупаешь тушу, работаешь с ней и используешь это все для приготовления. И то же самое касается растительной пищи, и называется этот тренд, опять же, ну, очевидно, от корешка до листика. Вот, и мы сейчас можем наблюдать, на самом деле, в ресторанах, даже уже в украинских, там, ботва свеклы, например. Раньше мы вообще не подозревали. Я думаю, что если бы мы, там, бабушке нашей где-нибудь в селе, да, предложили приготовить листья свеклы, она бы пришла в ужас и сказала, что, ну, в общем, деточка, совсем есть нечего. Но сегодня мы наблюдаем, что это все больше находит место в рецептах, в тарелках, которые выносят гостям. И, в общем-то, ну, это здорово. И опять-таки, ну, мне кажется, что классно и то, что мы таки на самом деле пытаемся максимально использовать ту пищу, ну, те продукты, которые уже попадают к нам в ресторан или в магазины, на прилавке. Это тренды. Тренд открытого огня, я бы назвала, и отнесла его к, опять же, он остается популярным, только получает все большее развитие. Наверное, мы сдвигаемся сейчас в сторону барбекю, ну вот американские какие-то мотивы, ребра, соусы, американская кухня. Открываются очень много и в Киеве, да, можно назвать заведения, и там, и Буковеле, другие регионы, все так или иначе движутся вот в открытие ресторанов, связанных с приготовлением на открытом огне, и технология барбекю. Что еще из трендов ярких? Ну, наверное, набирает, опять же, и он популярен и будет развиваться, имеет право на жизнь тренд, где мы, ну, когда мы удивляем гостя, ну или так называемый вау-эффект. Он может достигаться различными средствами, ну там самый яркий вариант или, ну, пример — это какая-то подача интересная, да, там шоу-подача и так далее. Это все больше, опять же, потому что мы должны, как рестораторы, нам приходится убеждать гостя, что он, ну, как бы не зря пришел к нам, да, особенно сейчас, когда мы пытаемся, я знаю, что вы много говорили, ну, наверняка об этом с предыдущим гостем Витей Титовым, когда мы хотим возродить интерес к украинской кухне и как сподвигнуть людей есть украинскую кухню в ресторанах, мы так или иначе, кроме вкуса, мы должны, ну, дать им еще что-то, чтобы это было интересно. Ну, что это какой-то вау-эффект, который дома, там, я не знаю, ну, самое распространенное — это сиреневая картошка, ну, разноцветные овощи, да, как бы, там, сиреневая картошка, и когда я в тарелке получаю, как гость, как человек не из этой сферы, сиреневое пюре, для меня это уже визуально как-то удорожает блюдо. То есть это та же котлета по-киевски, но с сиреневым пюре, мне уже интересно. Это уже вот этот, да, какой-то там вау-эффект, который дает возможность, как вы меня тем самым убеждаете как гостя, да, окей, я не зря пришел, я же цену понимаю плюс-минус, я понимаю, что я плачу здесь больше, ну, чем я бы приготовил дома это самостоятельно. Но я там не знаю, да, как готовить сиреневое пюре, мне интересно, класс, ви мене купили, скажем так. Тому що ти приходиш за емоціями. Да. Повертаючись до сервісу,
Ви багато подорожуєте і спостерігаєте всю цю історію за кордоном. На якому ми зараз рівні от в Україні в плані сервісу та роботи із гостем? Я хочу сказать здесь, наверное, непопулярную вещь, потому что принято у нас почему-то хвалить всегда европейские страны и как бы говорить, вот мы не доросли, у нас не так, мы там все идем, никак не дойдем. Я не согласна. Ну, в плане сервиса в ресторанном бизнесе я уверена, что мы находимся в очень хорошей ситуации. У нас гостеприимные официанты, у нас стараются, тебя ждут. Каждый гость отдельно, как правило, я говорю о большей части заведений, да, он ценен для заведения, и это чувствуется. В Европе очень часто совсем другая история, особенно если, когда мы едем и как туристы не понимаем, куда мы идем, заходим в случайные, да, какие-то заведения, которые расположены поближе к местам туристического интереса, скажем, проходняк туристический, то там, конечно, мы близко не можем получить такой уровень сервиса, который в Украине. Поэтому, я могу сказать, что здесь все, на мой взгляд, в общем-то, хорошо. Справи йдуть добре. Да. Деякі починаючі ресторатори, вони жаліються на, як то кажуть, плинність кадрів, що не можна зібрати таку міцну та довгоплинну команду. На ваш погляд, які головні помилки при побудові команди допускають ресторатори та менеджери? Знаете, я думаю, что на самом деле это проблема отрасли. То есть, во-первых, это проблема страны в целом. Да? Мы сейчас в любой сфере говорим о том, что сотрудников не хватает, команду не соберешь, молодежь не мотивирована, не поймешь, как ее мотивировать. Про X, Y, Z поколение существует там, много и статей, и тренинговой информации. Плюс сама отрасль не популярна сегодня. В этом есть большая проблема, и мне кажется, что это как раз та история, с которой бы могли бороться основные крупные игроки ресторанного рынка, с тем, чтобы популяризировать профессии официанта, повара. То есть, в общем, по большому счету, две основные профессии, на которой держатся, наиболее востребованы, да, в этой сфере. У нас же чаще всего на повара идут учиться, если не поступил в автодорожный, утрирую. А официант — это, в принципе, временная работа для молодых ребят, подработка, но не основной заработок, да, и не профессия. Мы не видим чаще всего в этом профессию, какие-то дальнейшие возможности развития. Поэтому, наверное, вы знаете, я думаю, что это очень вопрос, это тема целого, да, лекции там, на тему мотивации, поэтому, в общем-то, все сталкиваются с этими проблемами. Я не знаю ни одного ресторатора, который бы сказал, да, у меня вообще нет проблем, у меня все позиции закрыты, и все официанты там годами работают, и никто не меняется. То есть это проблема и болезнь времени, и усугубленная отраслью. То есть сейчас быть айтишником, да, всем понятно, например, это гораздо престижнее, чем работать в ресторанном бизнесе. Чи можна якось заохочувати персонал, свою команду нематеріально? Чи буде це працювати? Да, безусловно, это работает. И на самом деле по исследованиям социологов мотивация материальная, она составляет очень небольшой процент от общего ощущения человека, себя на рабочем месте. И здесь работают в ресторанном бизнесе все те же подходы и инструменты, которые работают в любом другом бизнесе. Наделение ответственностью, проработкой, прорисовывание каких-то горизонтов развития, да, карьерного роста, возможностей дальнейшего повышения квалификации и так далее для сотрудника. Здесь на самом деле никто не откроет, опять же, никаких новых, не знаю, удивительных вещей. Работают все те же фишки, которые работают в целом в HR-сфере и в любом другом бизнесе.
Ресторанний бізнес в Україні стрімко розвивається за останні декілька років. Чи вплинуло це на легкість чи складність побудови бізнесу в Україні? Які ось є плюси і мінуси, підводні камені зараз? Ну, достаточно сложный вопрос. Я думаю, что ресторанный бизнес развивается, потому что не очень понятно, куда инвестировать, во что. И деньги есть в стране у инвесторов, и ресторанный бизнес, он кажется, на первый взгляд, очень простым, комфортным. Вроде бы как я ем дома, я хожу в рестораны, я постоянно завсегдатый, я гость. Ну, почему бы мне не открыть ресторан? Это же так просто. Поэтому здесь скорее это не связано никак с там, более упрощением, да, процедуры открытия ресторана или, наоборот, там, усложнением. Я думаю, что это связано в целом с тем, что ресторанный бизнес, он входит, в общем-то, в тройку самых популярных бизнесов для открытия, когда есть определенная сумма денег, и ты ее куда-то хочешь инвестировать. Вот это салон красоты, либо ресторан, да, либо недвижимость. То есть это три сферы, в которые чаще всего вкладывают деньги. За последние годы на самом деле мы наблюдаем, особенно начиная с 2016 года, 16, 17, 18, бум открытий. Закрытия тоже есть, но они далеко отстают, да, темпы закрытия заведения отстают от темпов открытия, плюс отдельные регионы, если мы говорим, например, там, о Киеве, о южных регионах, мы из-за демографических изменений с Донбассом, с Крымом, мы получили приток очень большой дополнительной аудитории целевой в Киеве, в Одессе, в Херсон, Николаев, например, русскоязычные регионы, в которые приехали переселенцы из тех регионов, о которых мы говорим. Вот. И это все, конечно, дало толчок к развитию хорики. Вот. И 2019 год обещает быть еще более плодовитым на новые открытия и новые проекты. Посмотрим, насколько удачными, да, и продуманными будут концепты новых заведений, как надолго они задержатся на рынке. Ви видавець, організатор освітніх івентів, та це все ж таки бізнес. Вам вдається заробляти на цьому? Да. Мы столько лет этим занимаемся. Конечно, это бизнес, но параллельно все-таки для нас это такая долгосрочная история. И за счет того, что рынок очень узкий, это налагает, конечно, определенные обязательства и, скажем так, право на ошибку мы не имеем, потому что мы не можем перезапустить просто там, как, я не знаю, как делают водочники, да, новый бренд водки, и вот с ним работать, потом его убить, запустить следующий. Масс-маркет широкий, да, целевая аудитория большая, и там, это все не так ярко чувствуется и ощущается, поэтому для нас, конечно, это бизнес, но мы на самом деле подходим к нему с точки зрения. И журнал родился, собственно, как ответ на то, что я работала в компании, которая занималась поставками алкоголя, вина, в хорику в том числе. И там тогда, в 2000 году, стало понятно, что если я хочу коммуницировать с профессиональной аудиторией, у меня нет возможности в Украине, нет никаких ресурсов, нет ничего. И, собственно, так родилась идея журнала. И мне очень нравится, и мне очень приятно, меня увлекает то, чем я занимаюсь, потому что мы еще, кроме того, что мы даем информацию, мы очень значимый для рынка как коммуникатор. К нам приезжают на наши инвест-фесты, фестивали. Вот мы проводим уже 8-й в Яремче, да, в феврале. К нам приезжают люди, которые говорят: вы же помните, мы там на 3-м фестивале познакомились, я из Полтавы, а я там, не знаю, из Киева или откуда-то, мы теперь открываем вместе какие-то проекты новые. То есть для меня, или к нам приходят и говорят: я когда-то прочитал про какой-то формат у вас в журнале, смотрите, прошло 3 года, я его реализовал, я его открыл, там, приезжайте в гости, приглашаю вас на открытие. И это, конечно, дает большой заряд позитива, и тебе интересно вкладывать сюда силы, эмоции, потому что ты видишь результаты своей деятельности,
в целом на рынке вот за эти 15 лет. Ну, это очень классное Крута ощущение. мотивація, крута. Да, да. А чи важко залучати іноземних спікерів? Знаете, к сожалению, да. Здесь я не скажу, наверное, ничего приятного для Украины, потому что если с шеф-поварами это не проблема, шеф-повара все-таки больше свободные, скажем, художники, да, люди творчества, и их проще, тоже сложно, тоже непросто, но доступно, да, пригласить в Украину на какие-то мероприятия, конгрессы, мастер-классы, фестивали. То когда мы стали организовывать рестарт, вот большой форум по менеджменту, конференцию, которая бы мы поставили своей целью пригласить на самом деле спикеров не среднего ранга, да, а вот топ-спикеров мировых из сферы ресторанного бизнеса, сферы гостеприимства. Здесь мы столкнулись с таким количеством отказов, к которому, наверное, даже не были готовы. Украину не рассматривают, ну, к сожалению, там, даже в 10-летних, 15-летних планах, как страну для возможного развития брендов, ну, самых разных. Им не интересно к нам ехать, им не интересно, ну, скажем, ну, наша культура, история, ну, я имею в виду с точки зрения бизнеса. Вот, поэтому, к сожалению, да, это сложно, но вот когда мы говорим, например, общаемся с теми же ребятами из Starbucks, это большой труд, да, был положен, чтобы сюда кого-то пригласить и суметь привести вице-президента, потому что они совершенно искренне, они говорят, ну мы как бы даже вообще мы не собираемся заходить в Украину, нам ваш рынок не интересен, ну, это рабочее время стоит дорого, ну как бы нам не интересно к вам ехать, поэтому да, это сложно. А кого ви вважаєте лідером в ресторанній сфері? Нас, У нас в Україні. Кого я считаю лидером в ресторанном бизнесе? Мне очень нравится то, что делают... На самом деле много классных и интересных игроков, и они хороши. У каждого своя суперсила, да, можно, если так сказать. Я очень люблю рестораны сети «Ля Фамилия». Для меня это как раз пример, ну вот как если говорить о сервисе, это пример того, что, мне кажется, ну, идеальным вариантом для гостя, если тебе подходит их ну, ценовая политика, тебе нравится то, что они предлагают, то их рестораны, как правило, они являются еще и, ну, мы используем такое определение, безрисковыми для гостя. Что такое безрисковый ресторан? Это значит, что я, приходя к вам в ресторан, я либо уверена почти на 100%, что никаких форс-мажоров, факапов не случится, либо я понимаю, что если что-то случится, вы их решите с минимальными, ну, максимально комфортно для меня, как для гостя. Вот как раз для фамилии это, по-моему, в Киеве, ну, наверное, пример самый яркой и очень системно реализованного этого принципа. Ну, вот гостеприимство, они работают с гостем, они знают своих гостей, они умудряются при достаточно плотной посадке давать какой-то индивидуальный подход к гостям. Ну, вообще, они очень здорово работают, мне они нравятся. Ну, понятно, популярные и очень классные рестораны, в которых кухню разрабатывает и ставит Вова Ташаев. Ну, здесь просто он нужно, как сказать, он достоин того, чтобы сказать о том, что он готовит смело, самобытно для Киева и дает свое видение действительно кухни. Это вот на самом деле, наверное, хороший пример авторской кухни, когда вот Вова любит кинзу, и он во все блюда добавляет кинзу, и здесь уже, ну, как бы ты, если ты тоже любишь кинзу, то ты становишься адептом этой кухни. Ну, если не любишь, ну, значит, как бы это не твой шеф и не твои блюда. Ну, не знаю, достатньо. Так, усі ці заклади, які ви назвали, кожен з них, вони з якимось особливим настроєм. Тобто, зрозуміло, що вам дуже важлива атмосфера. Які ключові, давайте три ключові нюанси, які змусять професійного гостя повернутися? Ну, я повторюсь, наверное, это
ожидаемый уровень еды, соответствующий концепции и уровню заведения, да, сегмента, в котором работает это заведение, себя заявляет. Это гостеприимство и, ну, наверное, в целом атмосфера радости, позитивных эмоций. То есть это, наверное, все-таки то, зачем мы в конце концов идем в заведение, в любом случае, чтобы получить удовольствие от еды, от общения, от сервиса, который нам окажут. Если ты уходишь из заведения со знаком плюс, вот в целом, с ощущением позитива, то как бы это здорово. Кто-то из рестораторов, не украинских, а, по-моему, российских, сказал очень классно, ну, хороший ресторан тот, из которого гость уходит с ощущением, что он слегка наколол, да, ну, если корректно, наколол заведение. Вот если гость уходит из ресторана с ощущением, что ему дали чуть больше, чем он заплатил, чем взяли с него денег, ну, тогда это классный ресторан, и туда хочется возвращаться, и туда будут возвращаться. Поділитесь планами на майбутній рік? Да, мы собираемся продолжать, в общем-то, то, что мы делаем уже 15 лет. Мы будем проводить наши традиционные, ставшие уже традиционными ивентами. И очень классный проект, который совершенно для нас новый, но мы давно о нем думали. И вот я впервые говорю об этом, на самом деле, для широкой аудитории. Это в декабре мы будем делать большой вечеринку, в том числе в партнерстве с компанией Metro, с нашими постоянными партнерами, такими надежными, системными и многолетними. Новый год для рестораторов. Что это? Это у нас родилась идея, мы очень хотим дать рестораторам, подарить рестораторам, ну, вот ощущение, что мы о них заботимся, да, потому что как бы ресторанный бизнес – это тот бизнес, в котором, ну, всегда ресторатор, неважно, даже если он собственник или управляющий или шеф, он заботится о госте, о клиенте, он должен быть гостеприимен, угощать, да, ну, там, рассказывать, ну, всячески заботиться. И, как правило, рестораторы лишены праздников, потому что 14 февраля, ну, столики, наверное, вот уже, ну, всегда сложно забронировать, да, 8 марта полная посадка. Ну, в общем, Новый год чаще всего мало кто не работает в Новый год, потому что, опять же, это предполагается программа, вечеринка и так далее. Соответственно, для тебя это, наоборот, самый пиковый, пиковое время работы, когда у всех праздники. Вот. И мы очень хотим сделать классный, веселый, радостный праздник для наших рестораторов, любимых изо всей Украины. Это будут рестораторы из всех регионов. Вот совместно с нашими партнерами сделать большую-большую вечеринку. Круто! Бажаю вам успіху! Спасибо большое, Лера. Софія, дуже дякую вам за бесіду і сподіваюся, що побачимось. А з вами ми побачимось вже наступного випуску «Ти ресторатор». Підписуйтесь на канал Метро, ставте лайки та не забувайте про дзвіночок.